Как зарабатывать на пчеловодстве, выращивании рассады, производстве пуха, пера или шерсти? Это отличные ниши для бизнеса в 2023 году и на несколько лет вперед. И на всем этом можно заработать в сельской местности. В видео мы расскажем как. А если досмотрите до конца, узнайте, как превратить целую деревню в бизнес-проект, объединившись с соседями. Приятного просмотра! Пчеловодство. Мед – очень полезный продукт для человеческого организма. Его рекомендуется употреблять всем, как взрослым, так и детям. Он укрепляет иммунную систему и содержит ферменты и витамины. Полезность продукта также порождает огромный спрос на мед. Видя это, начинающие предприниматели входят в эту нишу, надеясь, что уже под конец первого сезона отобьют вложенные деньги. Кстати, пчеловодство – это не только мед. Прополис, перга, маточное молочко также широко используются в качестве ингредиентов многих рецептов народной медицины. Все это позволяет рассматривать содержание небольшой пасеки как выгодное и перспективное занятие. А прибыль можно получать не только с продажи пчелиной продукции, но и, например, за счет организации экскурсий, мастер-классов и дегустаций. Но на самом деле пчеловодство как бизнес – это весьма сложный процесс, который помимо покупки оборудования подразумевает от владельца наличие определенных знаний и навыков. Универсальной технологии содержания пасеки не существует. Выводить ее приходится каждому пчеловоду самостоятельно, методом проб и ошибок. Все зависит от местности, растений в округе и климата. На медонос и сбор меда очень сильно влияет погода, которая может на целый год оставить пасечника без прибыли. Начать заниматься пчеловодством можно с покупки 5-6 семей. Дополнительно потребуется вложить средства в создание амшанника. Это такая хозяйственная постройка для зимовки пчел. Также придется купить улья, вощины, рамки и многие другой инвентарь. Срок окупаемости пасеки может составлять и от 5 и до 8 лет. Но, кажется, это того стоит, ведь некоторые пчеловоды делятся историями о том, как за сезон они зарабатывают до 1 миллиона рублей. Может, и вам стоит попробовать? Бизнес на молочной продукции. Спрос на молоко и молочные продукты всегда был, есть и будет. Сейчас так называемые экопродукты становятся все популярнее, и покупатель все чаще отдает предпочтение деревенскому молоку, сыру и творогу. Хотя они и дороже, но качество их зачастую на порядок выше. Бизнес на молочной продукции достаточно прибыльный, хоть и требует определенных знаний и навыков. Начать дело можно с поголовья в 10-12 коров. Взрослое надойное животное стоит 50-70 тысяч рублей. Также при открытии фермы необходимо решить вопрос, каким образом будет организовано доение – ручным или механическим способом. В первом случае потребуется нанять как минимум 2 доярки, во втором – потратить средства на покупку аппаратов автоматического доения. Средняя заработная плата сельской доярки равняется 18-20 тысячам рублей. Оборудование обойдется начинающему фермеру 300-600 тысяч рублей. За месяц одна корова дает около 450-500 литров молока. В год она доится 7-8 месяцев, что составляет 4000 литров готовой продукции. В случае ее оптовой продажи по цене 30 рублей за литр, получается 120 тысяч с одного животного. Прибыль можно повысить, если приобрести оборудование для производства сметаны, творога, кефира, кисломолочной сыворотки или йогурта. При этом не всем владельцам личного подворья удается превратить небольшое домашнее хозяйство в прибыльный стабильный бизнес, который будет приносить серьезные деньги. Ведь риски все же присутствуют. Например, болезни животных или невозможность настроить регулярный сбыт. Продажа пуха, пера и шерсти. Пуховые и шерстяные вещи имеют устойчивый потребительский спрос. Благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам, многолетнему сроку службы и натуральному составу. По оценкам экспертов,
декоративные предметы интерьера, постельные принадлежности, пуховики и другие вещи, для производства которых применяются натуральные материалы, вряд ли выйдут из спроса и не станут менее востребованы даже с появлением более инновационных синтетических материалов. Для открытия бизнеса по производству шерсти, пуха и пера необходимо изучить конкурентоспособность местных рынков и наметить возможные пути сбыта. Основными покупателями здесь могут стать крупные фабрики или частные мастера, выпускающие теплые куртки, рукавички, шарфы, пуховые платки. При особом желании вы и сами можете заняться производством одежды, используя свои натуральные материалы. Кстати, чаще всего продажа пуха, пера и шерсти рассматривается фермерскими хозяйствами только как дополнительный способ получения прибыли при разведении овец, лам, кроликов или птицы. Мясо овцы, например, имеет прекрасные вкусовые качества. При должном уходе и кормлении, а также наличии пастбищ, овцы очень быстро растут. Уже в возрасте 8 месяцев достигают массы 120 килограмм. Пасутся весь день в поле, почти не доставляют хлопот. В отличие от свиней, не так сильно пахнут и не ломают все подряд. Кролики также неприхотливы. Кролиководство – прибыльная отрасль. Эти животные дают диетическое мясо и очень быстро размножаются. Купив всего несколько особей, вы можете быстро добиться прибыли. Птицефабрика. А теперь поговорим о птице. Птицефабрика – это бизнес, для открытия которого не требуются серьезные капиталовложения. Достаточно иметь свободную площадь для строительства курятника и загона под открытым небом, где птица могла бы гулять в период с ранней весны до поздней осени. Разведение кур отличается высокой доходностью, которая во многом обусловлена тем, что яйца и мясо птицы входят в продуктовую корзину многих людей. И в зависимости от стратегии, для открытия дела можно приобрести мясных кур, вес которых уже к 2 месяцам достигает 7 кг, мясо яичных, вес которых ниже, но они, к тому же, несут яйца, или же просто кур-несушек. Одна такая может в год давать до 350 яиц на продажу. Количество кур для разведения рассчитывается в соответствии с площадью курятника. В среднем на 10 квадратных метрах можно держать не более 20 голов. Дополнительный доход можно получить на продаже молодняка, если озаботиться строительством инкубатора. В зависимости от имеющегося оборудования, вкладывать деньги можно для работы с цыплятами, утятами, гусятами, индюшатами. Помимо непосредственного инкубирования яиц, этот вариант бизнеса позволяет зарабатывать на продаже цыплят или мяса. Залогом эффективной работы инкубатора является правильный отбор яиц. Они должны быть не старше 7 дней. Для их хранения нужно подготовить помещение с влажностью воздуха не более 80%, температурой от плюс 6 до плюс 12 градусов по Цельсию. В общем, не так сложно, как с пчелами, но есть и свои нюансы. Разведение рыбы. Кстати, если у вас на участке вдруг есть подходящий пруд, вы могли бы заняться и разведением рыбы. Или даже раков. В наши дни рыбная продукция востребована не только у крупных компаний, но и у небольших частных фермерских хозяйств. Получив знания в области рыбоводства и организации водоема, вы сможете иметь стабильный и высокий доход. Форель – одна из самых дорогих и востребованных рыб на рынке, но она довольно капризна и своенравна и требует тщательного ухода. Вы, конечно, можете выбрать и ее, но вот карпа выращивать гораздо легче. Карп является неприхотливой рыбой, которую можно содержать в любых климатических условиях. Начинающим предпринимателям достаточно сделать пруд своими руками на 50 квадратов и запустить малька. Если работа будет проведена удачно и рыба начнет расти, можно делать из своего пруда бизнес по разведению карпа. Так, даже с минимальными вложениями заброшенные водоемы можно превратить в богатые угодья, способные ежегодно приносить неплохой доход своим владельцам. Стоимость проекта будет зависеть от его масштабов, региона, используемых технологий. Кстати, помимо разведения и продажи рыбы, предприятие может заниматься ее дальнейшей переработкой или, например, оказывать услуги по организации платной рыбалки. Бизнес на червях. Кстати, разведение червей
Тоже перспективный вариант открытия собственного дела, так как при минимальных вложениях ферма червей является высокорентабельной, а конечный продукт постоянно востребован дачниками и фермерами, занимающимися приготовлением компоста. Ну или для рыбалки. Стоит отметить, что разведение червей можно производить в подвалах частных домов или на участках, а сама технология их выращивания не требует узкоспециализированных знаний, благодаря чему минимальные капиталовложения в подобный бизнес могут приносить стабильно высокую прибыль. Выращивание цветов. Если вас не привлекает бизнес на выращивании животных, вы можете построить теплицу. Если мыслить рационально, выращивание цветов можно превратить из хобби в достаточно доходное дело, заниматься которым могут не только домохозяйки, но и садоводы-мужчины. Несмотря на то, что розы, хризантемы, фиалки, лилии, а также другие цветущие растения не относятся к товарам первой необходимости, они пользуются стабильно высоким потребительским спросом, который увеличивается в десятки раз в преддверии праздников. Если у предпринимателя имеется в собственности земельный участок, он может хорошо сэкономить на арендных платежах. Самой большой статьей расходов здесь станет оборудование теплой теплицы и ее обслуживание. Для выращивания широкого ассортимента цветов нужно вообще отстроить 3-5 теплиц. Кроме того, здесь необходимо помнить о высокой конкуренции в этой отрасли. Прежде всего, вам придется подыскать варианты продажи ваших цветов, чтобы получить стабильный высокий доход. Кстати, вы слышали когда-нибудь о стабилизированных цветах? Они не требуют воды и ухода, живут несколько лет, не боятся холода и гипоаллергенны. Суть технологии заключается в том, что природный сок растения во время стабилизации заменяют специальным раствором, который и придает цветку новые свойства. Так что если идея с продажей живых букетов прогорит, попробуйте что-то новое. Бизнес на микрозелени. Если у вас нет возможности построить теплицу, но вы очень хотите что-то выращивать и зарабатывать на этом, попробуйте микрозелень. Многие хозяйки выращивают зелень для употребления в пищу на балконах и подоконниках. Кто-то же взял идею и создал новое популярное бизнес-направление сегодня. Микрозелень – это ростки семян культурных растений, таких как пшеница, рис, горох, лук и других видов. Растения могут быть абсолютно любые, употребляемые в пищу. После посева семян уже через неделю появляются ростки. Их можно употреблять в пищу, и они имеют много полезных веществ и витаминов. А также в любом блюде смотрятся очень эстетично. Бизнес на микрозелени имеет большое количество достоинств. Вы зарабатываете на экологически чистом полезном продукте. Можете даже употреблять его самостоятельно. Вам не нужны большие помещения, достаточно одного стеллажа на первое время. Или даже подоконника. К тому же это очень гибкий бизнес. Продавать можно как микрозелень, так и пророщенные ростки или готовые салаты. При минимальных затратах можно сначала протестировать спрос на продукт в вашем населенном пункте, а потом со временем при хороших продажах докупить стеллажи, лампы, другое оборудование и масштабировать бизнес. Рукоделие. Конечно, ни для кого не секрет, что даже в деревне можно зарабатывать на своем любимом хобби. Выбор занятий для рукоделия огромен. Например, вы можете делать красивые фигурки из мыла. Это недорого, ингредиенты широко доступны, а основного кухонного оборудования будет достаточно, чтобы начать делать первые работы для продажи. Или изготовление столов из слэбов. Слэб – это цельный кусок дерева, из которого и изготавливается столешница. Учитывая то, что в современном мире большое внимание уделяется экологии, данный товар точно будет иметь большой спрос. А значит, это достаточно интересная идея для бизнеса. Выпечка тортов, изготовление изделий из кожи, украшения и одежда ручной работы, вязание, вышивка, скрапбукинг, создание авторских кукол – на всем этом сегодня можно заработать. Современные технологии позволяют делиться своим творчеством далеко за пределами вашего населенного пункта. Так что не стесняйтесь вести свой блог, если занимаетесь каким-то видом рукоделия. Это составит значительную часть вашего пути к успеху. Кемпинг. Если вы не хотите ничего выращивать, делать своими руками, разводить,
и при этом живете в регионе с высоким уровнем туристической привлекательности, следующая бизнес-идея для вас. Отдых в специальных кемпингах и глэмпингах стремительно набирает популярность в последнее время. По сути, все, что вам нужно, это большая территория и внушительный капитал. Важным фактором ведения бизнеса в этой сфере станет получение разрешения от властей на коммерческое использование территорий. После того, как проблема с выбором места для кемпинга решится, к нему необходимо подвести электричество, позаботиться о бурении скважины с чистой водой. Дополнительно можно организовать детские и игровые площадки, санитарный блок и кухню. По сути, речь идет о благоустройстве территорий для комфортного времяпровождения на природе. Зарабатывать можно на предоставлении в аренду отдыхающим домиков, ну или просто мест для разбивки палаток. Так, первоначальные вложения для открытия кемпинга могут составить от $500 000 рублей и выше. Агротуризм, красивые пейзажи, чистый воздух, натуральные продукты, отсутствие шума, массового скопления людей, агротуризм все чаще называют наиболее перспективным направлением туристического бизнеса. Такой отдых уже давно существует и пользуется высоким спросом в Венгрии, Чехии, Финляндии и других европейских странах. Пребывание в сельской местности помогает почувствовать единение с природой и выдохнуть после бешеного ритма городской жизни. Кроме того, здесь можно приобщиться к местным традициям и приобрести новые навыки, как собирать урожай, ухаживать за птицами и животными, как готовить вино или сыры, ездить верхом на лошади. Подобный отдых подойдет на пользу тем, кто устал от сумасшедшего темпа городской жизни. Это смена обстановки и настоящая психологическая разгрузка для обитателей мегаполисов. Открыть такой бизнес можно в специально построенной усадьбе, если вы обладаете финансовыми возможностями, или же договорившись с соседями, при условии, что это аутентичное местечко с парой домов. Сделать всю деревню местом отдыха. Например, в России, в хуторе Салакюля, что находится в Карелии, вы можете поселиться в уютном маленьком домике. Здесь вам растопят баню, позовут на рыбалку, предложат приготовить ваш улов прямо на костре. Вы можете отправиться собирать ягоды или искупаться в озере, если сезон позволит. Задумайтесь, может, именно эта идея станет началом вашего нового бизнеса. Спасибо за просмотр. Всем пока!